Энтузиасты, приветствую вас на канале. Максимальный позитив вам в хату. Итак, ну что мы видим? Смотрите, какая интересная реакция. Эфириум 3,6%, биток 2,6%. Эфириум начинает преувеличивать в росте относительно битка. И, конечно же, на это все реагирует альта. Моментально начинает расти альта. Итак, ну что, альта у нас растет. Все у нас здесь неплохо, все хорошо. Все у нас хорошо, конечно же. И давайте посмотрим, что у нас происходит на самом портфеле. Такая вот реакция. Буквально у нас ставка осталась на одном том самом значении. Рынок растет. Я думаю, что сама ставка даже особо не играет. Но растем мы растем, правда за 7 дней падаем. За 30 дней у нас здесь есть рост небольшой. Посмотрим. Посмотрим. Также давайте заглянем в комментарии. Так. Я с очков усыкался как последний раз. Да. Ну, такой юморной. Таки выходим в биток. Не, ну смотри. Ну, конечно, нужно биток накапливать. Конечно, нужно накапливать. Это цифровое золото. Ну смотри, ну вот есть в мире, допустим, золото, да? Золотишко у нас там, побрякушечки, золотишко, там туда-сюда золото есть, золото. Ну ты же ж не покупаешь ведро каких-то ржавых болтов и не думаешь, что это ведро превратится в золото в дальнейшем. Ты идешь, покупаешь золото в ювелирку, или там слитки, или что. Ты накапливаешь золото. Ты жене свои подарки покупаешь. Золотые кольца, золотые цепи. Золотые там сережки, пирсинги, там, я не знаю, там. Цепяры золотые, чтобы ее приковать к себе. Вот. Это хорошие новости. Не зря закупал биток на Мексе. Ну, биток нужно всегда покупать. Я не знаю, там бот пишет или кто-то. Постоянно про Мекс. Так, ну все. Можешь идти рассаду поливать. Отчитался. Да. Спасибо. Сегодня 97 тысяч долларов. И что? Завтра будет 95. Через месяц 85. Что это нам идет? Что это нам дает? Портфель у вас разве в плюс вышел? Да, конечно, портфель в плюс не выходит. Да, это уже у всех нас болезнь мониторить каждый день графики и цены. Не, ну смотри, у меня болезни нету. Я делаю контент для вас. Вы пишите мне в комментариях, типа, пускай себе будут видосы, утром мне приятно, допустим, послушать твои мысли, посмотреть графики, ты рассматриваешь там за кофейком. Я, например, утром, каждое утро делаю чай. Вот последнее время делаю чай с молоком. Ну, как истинные итальянцы. Вот забарил я чаек китайский и добавил туда молока. Посмотрим, что получится. Главное, чтобы не было, как говорится, главное, чтобы очко не снесло. Тема. И, в принципе, что? Я стараюсь для вас пилю контент. Люди говорят, я был одно время не пилил контент. Говорят, делай контент. Мне нравится каждое утро смотреть твои видео. Привет. В январе я брал ATH и 0.8 пересидел просадку, начался рост. Поставил для себя цели 0.15. Начинать фиксировать. А какие цели видишь ты? Ну давай посмотрим. Давай-ка мы сначала бы посмотрели в биток. Итак, что у нас по биткоину? Что у нас по биточечку, нашему золотишку? Чаек то, что надо. Спот. Смотрим. У нас образовался крест, там золотой. Это очень положительный момент для битка, но не нужно исключать коррекцию. Также мы вчера на стриме проводили стрим, рассмотрели биточек, то, что здесь есть интересные цели, плюс есть гэп.
Гэп у нас находится вот здесь вот, в диапазоне 90 тысяч, 91 тысяча долларов. Вот здесь вот гэп присутствует. Мы его с вами отметим. Вот он. Также мы с вами натянули сюда шаблон бары. Это у нас ситуация на рынке, которая была после августа 2024 года. Тоже в этот момент образовывался крест, ну, золотой крест. Была небольшая коррекция и выход вверх. Здесь у нас, вот это вот мы посмотрим так. Мы видим то, что, так, на дневке, вот, все хорошо будет видно здесь на дневке. На дневке мы видим то, что у нас скользяшки уже здесь пересекнулись. Так, это все дело нужно было почистить. Давайте вот эту сиреневую, все мы уберем. Это мы просто ванговали, как оно все будет. И вот это вот тоже уберем. Также мы вышли с блока сопротивления. Вот этот огромный блок сопротивления. Пробили этот блок. Отретестили его. Реакция покупателя. Уходим вверх. Сейчас на данный момент у нас этот блок, огромнейший блок, выступает блоком поддержки. Ну, мы его, в принципе, тоже уберем, чтобы он нам не мешал. Шаблон бары у нас, это у нас сценарий лета 2024 года. И тут ключевой момент. Или мы рисуем отскок дохлой кошки, падаем вниз, медвежка, или дальше продолжение роста. По целям у нас есть открытая цель, это гэп в диапазоне 90 тысяч долларов, вот мы его отметили. И также интересные цели, потому что есть здесь горячие зоны ликвидации шортистов. Вот они. Начиная буквально с 99 тысячам и заканчивая 103 тысячами долларов. Также вот тут есть еще два пика. Вот у нас раз пик, ну вот еще один пик. Но за эти пики пока говорить очень далеко. Мы тянемся к вот этим вот целям. Здесь у нас шортисты. Их видно по горячей карте. Давайте-ка мы посмотрим горячую карту. Что у нас там со звуком? Пишите в комментариях под видео, нормально звук или ненормально. И вот у нас горячая карта. Видно, что шортисты налипают. Посмотрим вторую модель. Неделька. Вот, пробили мы уже одну зону интересную, побрили всех. Месяц. Вот. Так, трехмесячник. Вот здесь вот видно горячая зона. Вот у нас. Шортисты потихоньку липнут. Также есть интересный диапазон. У нас в диапазоне 73 и остается актуальным 64. Но это очень глубоко. Это очень глубоко. Если еще посмотреть модель 1. Месячник. Вот, ну, видно, здесь тоже ликвидность собралась. Вот в этом вот диапазоне соточка. Ну и тут вот на фитилях тоже есть. 6-месячный, 3-месячный будет, наверное, немножко лучше. Вот видно на фитилях. Ну и также у нас гэп 90 тысяч долларов. Ну здесь все холодное, просто черное холодное. Сейчас опускаться нужно разве что ниже гэпа. Здесь вот есть две зеленые линии. Ну и также вот здесь уже собирается в 93. Вот что. Без коррекции нету у нас особо тут такие и... Ну да, вот в диапазоне 89 здесь вот небольшая зона у нас есть. По поводу гэпа. Я вам не показывал. Давайте-ка мы посмотрим. По поводу гэпа. У нас есть один единственный гэп, который не закрыт. Вот он, в диапазоне 91 тысяча долларов. Но здесь маленький такой себе гэпчик. Сейчас мы тоже растем без гэпов. Гэпы у нас все проторгованы. Мы вчера на стриме все это дело рассмотрели. Вот здесь вот гэп у нас был проторгован. Также
Дневка. У нас вот гэп тоже был проторгован. Мы его проторговали буквально 10 марта, да? Казалось бы. 11 ноября образовался гэп. И спустя чуть менее чем полгода вернулись обратно, его проторговали. Все, уходим, по всей видимости, сюда вверх. Тут есть на дневке небольшой еще гэп. Его видно. Вот он, небольшой, маленький гэпчик. Ну, посмотрим. Коррекции, конечно же, здесь знатной не было на битке. По поводу биткоина. Сигнал на покупку, сигнал на продажу. Все. Это на дневке. На недельке. Что у нас по сигналам? Сигнал был только на покупку. Долгосрочный сигнал на покупку. Я вообще ожидаю пробития битка хая и уход в этот вот блок. И здесь начало движения альткоинов. Правда, уже альткоины чуть-чуть зашевелились. Также, что еще интересного? Давай посмотрим. Уже, конечно же, перейдем к этим активам, которые вы просили посмотреть. Многие сейчас ничего не пишут, не говорят, конечно же, покупать какие-то альткоины, все молчат. Как только рынок вырастет, тогда они начнут говорить, а что там у нас с альтой, что там с альтой. Ну, если у вас есть возможность, что-то там усредняйте, нужно ее покинуть, выйти в ноль. Также, по данному активу, капитализация 75 миллионов, небольшая капа, может ее даже и раскачают. Инвестиции. Здесь у нас есть какие-то инвестиции. Инвесторы у нас здесь вроде как отсутствуют. IDO 4 икса, 4 икса, 4 икса, 5, 3, 7, 9. Все. 2021 год, 9 иксов. Ну и что мы видим? Сигнал на покупку был. Ну, это у нас 30-минутка. Вот так вот на дневке. Мы его рассматривали, этот актив. Мы его рассматривали. О, здесь шикарно он, в принципе, отскочил. Шикарно он отскочил. Я, в принципе, мы его рассматривали. Это было еще даже последний раз январь 2024 год. Декабрь 24 год. Да, 2024 год, декабрь. Ну, актив молодой, могут, конечно же, его укатать, мало ли. Если есть прибыль, нужно ее забирать. Линия ПОК у нас здесь идет по низу. Сигнал на покупку был. Но если ты взял и хотя бы тут у тебя 2 икса есть, ну, возьми, забери вложенные средства. Потому как, ну, зачастую такие альткоины укатываются. Молодые проекты, они все укатались, особенно, которые выходили в 2024 году. Этот актив вышел в 2023 году. Качнули его здесь знатно. После листинга была коррекция и дальше качнули на 30 иксов. Неплохо. Я думаю, что мы можем как минимум даже, сходить к вот этим вот значениям. Как минимум диапазон 10 центов. С текущих это получается 2 икса. Но если где-то ты на донышке взял, то тут у тебя получится 300-400% роста. Забирай вложенные, бесплатные оставляй, и там дальше на туземун может какой-то. Вот так вот. Дальше. Тут у нас монетка. Так, привет, посмотри, пожалуйста, монеты. ММ, слеп, big time. Ну, ММ у меня есть. Укатала знатно. Просто жесткий укат. Ой, там даже смотреть не особо хочется. Здесь есть инвестор Binance Labs. Но я все равно буду сидеть до победы в ней. Может, даже потихоньку ее буду усреднять. Инвестиции. 1х. Ну, уже где-то что-то должно здесь уже нарисоваться. ММ у меня есть. Укатали они ее знатно. Здесь есть сигнал на недельке на покупку. Открывается зеленое такое вот облако. Посмотрим, отрисовали они здесь дно или нет. Но есть интересный еще уровень, который мы можем оттестить. Вот, зона листинга. Мы можем сюда вот примерно шлепнуться. Правда, тут уже падать осталось, ну, 27%. Вот здесь вот желательно можно было бы прикупить ее для усреднения. Засажены, конечно же, люди в эти альты.
Мы вчера рассматривали торговлю на битке, как все это может легко реализовываться, без всяких проблем, но все люди смотрят в сторону альткоинов. Ну, я надеюсь, что уже действительно альткоины вырастут, они вырастут, и мы их покинем и забудем за них, как ну, просто про страшный сон. Также, ну, здесь что у нас? Был листинг, укатка. Есть сигнал на покупку. Был у нас здесь сигнал на покупку. Правда, рынок особо не двигали в декабре 2024 года. Но здесь есть сигнал на покупку. Нужно усреднять. Ну что ты сделаешь? Нужно понижать точку входа для того, чтобы выскочить в легкую с этого актива. Также, давайте-ка мы посмотрим, что у нас там по лонгам. Секретная информация. Поделюсь с вами секретной информацией. Вот. На недельке. Уже маленькая свечечка, лонги эфира относительно битка, 1 миллион 76 тысяч 618 битков залочено. На часе давайте-ка мы посмотрим. Может уже здесь у нас начнется та самая долгожданная волатильность. Я вижу красную свечку. Потихоньку мы видим то, что лонги уже здесь, ну, уже вроде бы как сила истекает. Перестают их набирать, и должна скоро начаться какая-то раскачка. На часе мы видим то, что вчера буквально тоже приостановили набор, ночью еще набрали, вот утром красная свечечка в 7 часов утра. Но это ни о чем, это просто ни о чем. Вот, на 30 минутке даже она только появилась. Это просто пока ни о чем, потому как у нас здесь, ну, видно, еще продолжают набор. На 4-часовике, хоть здесь и приостановили, но потихоньку еще добирают что-то. Добирают. Давайте-ка мы посмотрим лонги битка. Что у нас по битку? Там у нас уже пошла фиксация позиций по лонгам по битку. И мы видим с вами тот самый to the moon по биткоину. Вот, на недельке, да, набирали лонги по битку март 24 год, апрель, вплоть до июня 24 года и до сентября 24 года. Был набран масштабный лонг, начали движение, пошел рост по биткоину. Рост по биткоину, все это дело росло. Боковик, да, красные свечечки, закончился набор лонга, все это дело росло, ноябрь 24 год, и пошла фиксация, зафиксировали, 23 декабря, все, пошла коррекция глобальная на крипторынке, лонги отработали. Аналогичная ситуация, набираются лонги по биткоину, буквально с января, вот с января месяца набирались лонги по биткоину, вплоть до 7 апреля у нас засветился индикатор Hash Ribbons 25 марта. Мы его с вами рассматривали на канале. Шорцы я снимал в марте. Прям сейчас помню, я и шел по улице и снимал шорт, что засветился индикатор, что нужно покупать биткоин. Этот индикатор мы неоднократно рассматривали. Кому интересно, кто хочет пользоваться индикаторами, если вы мой реферал на бирже BinX, пишите в личку, в телегу, я все вам подробно расскажу. Также начали фиксировать лонги по биткоину. Вот буквально 14 апреля, все, пошел движ. Мы видим красные свечи, снижение, и я думаю, что лонги будут прикрыты примерно вот здесь вот. Это может быть август 25 год, может быть такое что-то будет сентябрь, октябрь, вот здесь вот. Ну, как у нас была здесь вот аналогичная ситуация, да. Вот у нас лонги, 22 год, да, биток рос, глобальный, набор глобального лонга, вплоть до июня 22 года набирали лонг по биткоину, биток отщупал свое дно медвежьего цикла и начал дальше падать. Ну, вернее, здесь начали падать лонги, и биток начал расти с 22 года вплоть до апреля 24 года. Мы поставили АТХ на битке, и здесь уже такая слабая волатильность пошла. Но нам уже интересно это вот локальное движение. Я думаю, что мы сюда опустимся где-то до конца лета 2025 года. И на этом можно сказать, что все, бычка закончилась. Нужно покидать крипторынок. Я лично буду покидать. А там кто что хочет, тот пускай себе как хочет, так и делает. Аналогичная ситуация будет у нас на эфириуме. Вот. Эфириум
набраны лонги, но нету еще движения. Нету еще движения. Как по эфиру нет движения, так и по альткоинам особо нету движения. Как только будет по эфиру движение, значит альта тоже зашевелится. И это нужно будет уже покидать крипторынок. Вот. По RSI мы видим то, что здесь уже сформировалось такое зеленое облако, но оно еще не заворачивается. Ну, еще здесь какая-то сила есть. Нужно подождать, неделька 2-3 может, такое вот. По поводу ставки ФРС. По поводу ставки ФРС у нас ставка осталась на том самом значении. На том самом значении уже 7.07, я уже немножко опаздываю. Я обычно в 6 часов утра встаю и пишу видео. Сегодня немножко опоздал. Что-то хотел очень спать. Ставка осталась неизменная. Мы видим то, что у нас ставку понизили. Буквально мы 16 декабря пошли на понижение. И 1, 2, 3, 4, 5 месяцев остаемся на тех самых значениях. Но это не очень таки плохо. Мы видим то, что рынок отреагировал реакцией роста. Многие ожидали, конечно же, падения ставки, включения печатного станка. Но я считаю, что это все бред сивой кобылы с этим печатным станком. Это просто бред сивой кобылы. Смотрите 2017 год. 16-17 год. Сильнейшая бычка на крипторынке. А ставка растет. Как это так? Самая максимальная бычка на крипторынке была в 2017 году. Все блогеры за нее твердят нам, что эта бычка была незабываемая, туда-сюда, максимально все там летело в тартарары. И видно на доминации биткоина, то, что здесь доминация битка сильно падала. Альта очень сильно тогда росла. В этот момент мы видим наоборот рост ставки. Это все, вот эти вот новости, ставки, вот это все чухня, я считаю. Если рынку нужно расти, он будет расти даже без этого снижения ставки. То, что там, допустим, где-то здесь в 2021 году включили станок, и эти бабки пошли в рынок, я тоже считаю, что это чухня. Самая натуральная чухня. Именно включение печатного станка и то, что раздали америкосы бабло, я это застал и почувствовал на собственной шкуре, потому как у нас евроинтеграция была и давали помощь за счет того, что у нас многие пострадали предприниматели от коронавируса, мне тоже тогда выдавали помощь. Идешь, пишешь заявление в налоговую, и тебе там перечисляют определенную сумму бабла. Сумма бабла была не маленькая, это было 10 минимальных зарплат за год. 10, даже не минимальных зарплат, а 10 пенсий за год. Обычного человека 10 пенсий за год. Я эти деньги не понес что-то в крипту. Аналогичная ситуация, я думаю, была и в других странах. Люди эти деньги тратили, они не несли их в крипту. Все это просто совпадение там с этой ставкой. И это не показатель то, что ставку не понижают, значит рынок не должен расти. У рынка есть свои цели, и они, конечно же, будут достигнуты. Первая цель, это, конечно же, мы с вами рассматривали DXY. DXY нам говорит о том, что доллар ослабевает, и в дальнейшем у нас должны расти высокорисковые активы. Доллар у нас ослабел. Конкретно ослабел. Может быть такое, что мы по биткоину где-то находимся как вот на вот этом вот фитиле. А может быть этот вот сливная эта неделька на DXY будет как раз моментом пробития битка хая 108 тысяч долларов. Если посмотреть на 4-часовике, у нас здесь вырисовывается такой вот медвежий флаг. Посмотрим, отработает ли он или нет. Но я думаю, что если по поводу DXY цели, которые у нас здесь могут быть, то это последняя цель, вот сюда вот, падение DXY еще в диапазон там 96 пунктов. Придем мы сюда или нет, никто, конечно же, не знает, но если даже мы сюда и придем, то это будет очень хорошо для криптоактивов. Если мы сюда даже и не придем, то не нужно огорчаться, потому как DXY уже на протяжении более чем 5 месяцев падает.
а крипта еще только-только начинает реагировать на это все дело. У нас еще здесь знатное падение. Знатное падение. Я думаю, что до сентября у нас будет движение на крипторынке. Вот. И многие, конечно же, говорят то, что лето будет конченое, но я думаю, что оно не будет конченое. Рынок будет потихоньку расти, и пик свой поставит примерно где-то в сентябре месяце. Вот что. А движение лонгов эфира относительно битка у нас как раз здесь начнется, ну, наверное, вот летом. Потому как здесь мы уже затухаем потихоньку. Уже все вроде бы, да, уже здесь все у нас затухло, уже, ну, набор уже здесь приостановился, будем наблюдать за этим набором. Да, конечно же, он может и опять продолжиться, может что-то поменяется, они начнут дальше набирать набор лонгов, все может быть. Но индикатор здесь на недельке уже засветился типа sell, продавай. Облачко у нас здесь засветилось красное уже. И посмотрим, мало ли, может уже. Вот ситуация похожая, как был ноябрь 2024 года. Может мы уже на пороге того самого уже роста альткоинов. Конечно же, рост может быть не сильно такой большой после укатки. Там будут разные, конечно же, цели. И что у нас по доминации биткоина? Давайте-ка посмотрим локально. У нас рынок потихоньку начал расти. Доминация биткоина, смотрите, падает. Неужели мы уже на пороге разворота доминации битка? Вот мы вышли в новый блок, мы здесь проторговали, пробили его, вышли выше. Сейчас на данный момент биточек наш потихоньку начинает расти на часе. Да? На часе мы видим рост биткоина. И я, в принципе... Я не вылаживал это видео, но у меня только в закрытом канале осталось, наверное, нужно было его в открытом доступе выложить. Я, в принципе, рассматривал ситуацию, то, что здесь у нас примерно похожая ситуация, как было в ноябре, вернее, в декабре-январе 2021 года. Биток здесь у нас и шел на перехай после коррекции. Биткоин доминация достигла своих пиковых значений в 2021 году в январе и начала потихоньку падать. Вот здесь вот. 2021 год. Биткоин доминация пришла к своим хаям и потихоньку начала падать. И аналогичная ситуация у нас была на графике эфир лонги. Вот. 2020 год, май, вот у нас, смотрите, декабрь 2020 год. Мы достигли пиковых значений и начали снижение с волатильностью и начался альт-сезон. Вот. И в принципе, похожая ситуация, вроде бы как будто бы мы находимся в декабре-январе 2020-2021 года. Тогда тоже слезы Сатоши обосрался, говорил, что он будет покидать рынок, нужно рынок покидать. Сейчас он, мы видим, запускает аналогичное видео, то, что портфель выйдет в ноль, он будет покидать рынок. Вот. Правда, у нас немножко это все дело растянули, тогда эти события происходили декабрь-январь 2020-2021 год, а сейчас эти события происходят у нас буквально в мае. Ну, прошло... плюс-минус 5-6 месяцев. Понятно, что рынок стал более такой ликвидный, он потихоньку растягивается, но я думаю, что мы на пороге этих же событий, как и были у нас в декабре 2020 год. Тогда у нас биток пошел на перехай. Давайте-ка мы посмотрим вот биточек. Тогда у нас биток пошел на свой перехай. Открываем недельку, смотрим историю. 2020 год. Вот он. Здесь тоже мы задержались на какой-то определенный период времени. Ноябрь, январь 2020-2021 год. Вот. Мы вот здесь вот задержались. Проторговки, гэпы были. И потом ушли в финальную стадию. Да? Вот. Выстрел. Биток улетает у нас в зону эйфории. Вот у нас была зона эйфории. Тогда многие зашли на крипторынок, в том числе и я. Вот мы зашли в эту зону эйфории. Биток у нас улетает с 26 тысяч долларов с образованием гэпа. У нас здесь подключается рост альткоинов, как раз январь 2021 года. И все здесь у нас просто уже идет в эйфории. Тот самый бычий забег, альта растет безбожно. И в этот момент слезы выпускает видео.
говорит здесь, что он покидает полностью рынок. Потом он, конечно же, здесь заходил, перезаходил, и неоднократно за это он уже говорил. Уже просто надоело это слушать. И здесь аналогичная ситуация. Может быть. Вот здесь у нас может произойти эйфория, биток у нас пойдет в диапазон 130-150 тысяч долларов, рост альткоина, может это будет масштабный какой-то альтсезон, может быть маленький альтсезон, и может быть здесь у нас та самая будет эйфория. Лонги эфира относительно битка у нас здесь начнут двигаться и будет движение. Также у нас здесь видно то, что может быть такое, что начнет падать доминация биткоина. Посмотрим. Вот на дневке мы видим первая красная свечечка. На дневке мы видим первую красную свечечку. Началась ли здесь падать доминация битка, мы, конечно же, не знаем. Мы можем предполагать, что она еще может уйти в 70 сюда от процентов. Может. А может и нет. Будем за этим наблюдать. Но я думаю, что конец мая нам покажет, конечно, конкретный результат. Осталось недолго. Вот у нас буквально 8 мая. 9 там дальше будет. Сейчас у нас День Европы. Праздник, конечно же. Всех поздравляю с праздником. Желаю всем мира. Вот, в принципе, такие вот мысли. Я думаю, что может такое, что мы дождались этого самого движения. Может быть, что мы дождались. И биткоин, да, вот у нас эйфория. На метрике Stock to Flow ее видно, эту эйфорию. Она всегда окрашивалась в желтый, вот такой вот оранжевый, переходил в желтый цвет. Это уже пик бычьего рынка, и все, нужно рынок покидать. Вот мы видим эту эйфорию. Вот она. Вот у нас началось это самое движение, и здесь пошла волатильность, эйфория. Аналогичная ситуация может быть и здесь. Вот. Движение, коррекция произошла, и будет, наверное, здесь вот эйфория. Если эта эйфория у нас не произойдет, и альта ничего не покажет, ну блин, все подумают, что это скам, этот рынок, и дальше деньги не будут нести, в том числе и я. Я, конечно же, не жду каких-то колоссальных там иксов по монеткам 100, там иксов 200, 300, там, ну хотя бы с тех позиций, которые у меня в портфеле набранные, чтобы какой-то альткоин показал 10 иксов с текущих, ну вполне было бы достаточно. Вполне было бы достаточно. У меня сейчас на данный момент по доходности Пепе преобладает. С текущих Пепе 10 иксов, да просто за глаза. Фиксирую. Я не жадный. 5 иксов, ну блин, фиксирую. Суи, фиксирую. 10 иксов шикарно. Аптос 10 иксов шикарно. Суи может дать 10 иксов. 30 долларов это нормально. Аптос 10 иксов может дать. 50 долларов тоже нормально. Главное подключить новости и чтобы манипулятор работал, задвинул этот актив. Пепе тоже может дать 10 иксов. Solana 10 маловероятно, но иксов 4 может дать. В диапазон там 300 долларов, 400 уйти может. Эфириум 3 икса, ну легко может дать. 4 даже может дать. DOT 7 иксов, 10 иксов легко может дать. И в принципе, это было достаточно для того, чтобы увидеть хороший какой-то, такую хорошую раскачку на портфеле. Вот. И эфириум, смотрите, 1911 долларов. Буквально я начинал писать видео, у нас эфириум стоил 1800. Ну что, криптоэнтузиаст, хочу вас поздравить, кто сидел у меня на канале. Мы мурыжились, конечно же, весь 24 год мурыжились. Но, как ни странно, мы подходим к завершению бычьего рынка. Не жадничайте, фиксируйте прибыль, забирайте вложенные средства. Раскачивайте свой портфель на 2 икса, какие-то альткоины покупайте, продавайте. Но валовую часть капитала желательно выводите. Вы останетесь на медвежку. И то, что вам будут рассказывать в зоне эйфории на крипторынке, в зоне эйфории, а она будет, эта зона эйфории, мы к ней как раз уже подходим, к этой зоне. Вот осталось немножко. Мы не знаем, где будет пик биткоина. Или это будет 300 тысяч долларов, или это будет 150, или это будет 120 тысяч долларов, или может быть это будет вообще 108 тысяч долларов. Мы этого пока не знаем. Но как только вы увидите эйфорию, и вам будут говорить, что не нужно ничего продавать, дальше будет расти, никого не слушайте, продавайте. Вы заработали и так 2 икса, вы заработали 10 иксов, вы заработали. Забираете часть капитала, выводите. Допустим, у вас есть актив, вы его купили на 100 долларов, да, вот где-то там прикупили. Сейчас он вдруг выстреливает, показывает 1000 баксов.
По-любому нужно продавать. Если ты боишься упустить ракету, продавай 80% своих альткоинов, ну, своего альта. 800 баксов продал, 200 оставил на тот самый To The Moon. Если ты жадный жлоб, самый натуральный жадный жлоб, на 200 баксов оставь, еще 10 иксов даст, 200 баксов твоих сделают еще 2000 долларов. 800 забери. Бери эти 800 долларов, оставь с них 200 баксов, 600 выведи в кэш. Полностью выведи в кэш, чтобы ты к ним даже не прикасался. Это твои чистокровные заработанные средства, которые ты заработал этим мурыжением на этом рынке. А 200 долларов, которые у тебя есть чисто в стейблах, подбери какой-то другой альткоин. Подбери 2 альткоина. Возьми, допустим, какой-то другой альткоин, который не стрелял на соточку. И еще один какой-то альткоин, который еще не стрелял, тоже на соточку. И сиди. У тебя 600 чисто в кэше, ты красавчик. 2 альткоина куплено на 100 долларов, ты тоже красавчик. Ты уже зарядил свою ракету, хвост пистолетом. И еще остается на 200 долларов того альткоина, который отстрелил. Ты жадный жлоб, ты не хочешь его продавать, ты его держишь на To The Moon. Вдруг это супер какая-то ракета, которая улетает без тебя. У тебя на 200 долларов есть. Если этот альткоин улетает еще куда-то, твои 200 долларов могут в моменте превратиться в 2000 баксов. Ты опять красавчик, ты заработал. Само собой, у тебя есть уже финансовая подушка 600 долларов в закромах. Ты к ним не должен прикасаться, потому как это уже пик бычьего рынка. Это пик. Разве что, может, в дальнейшем ты раскачаешь свой портфель, ну, рискнешь, зайдешь, будешь шортить там какие-то щитки. Такая должна быть стратегия. Всех хочу, конечно же, поздравить. У нас праздник, максимальный позитив вам в хату, поддержка максимальная моего канала, лайки, подписки, комментарии. Кто, конечно же, реферал на бирже BinX, заходите в телегу, пишите, буду вас консультировать, учить, помогу вам с индикаторами, туда-сюда. Все это, в принципе, бесплатно. Ну и, в принципе, что? Кто хочет задонатить, welcome to you. У нас есть в описании под видео все ссылки, все реквизиты. Можете 5 долларов кинуть на кофеек, на утренний кофеек. Я думаю, что данная информация, которой я вам делюсь, она очень максимально полезна. Здесь есть и психология, и разбор рынка, и приколы, и все мы, конечно же, здесь разбираем. 24/7 я в телеграм-канале. Ну и я стараюсь максимально никого не банить. Вот там вот человек, биток равно 1 биток, меня там хейтил, я его не забанил. Вчера пришел на стрим, уже говорит: брат, там, ну, блин. У человека уже мнение поменялось. Спасибо, конечно же, тоже за позитивчик. Ну что, рынок у нас потихоньку растет. Посмотрим, как у нас обновление эфириума будет в дальнейшем отыгрываться на графике эфириума. Я, конечно же, все равно ожидаю движения эфира, потому как это у нас локомотив всех альткоинов. И если эфириум двинется хотя бы в 4000 долларов, мы с вами сможем увидеть рост альткоинов. Да, конечно же, там иксы будут небольшие, но это будет шанс выйти в ноль, заработать, приумножить свой капитал. Все. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.